Почему Украина теряет Донбасс? Чем эта потеря грозит Украине и что будет дальше? Ответы на все вопросы ты узнаешь в моем видео. Подписывайся на канал, а я начинаю. Недавно российские войска значительно потеснили украинцев на территории Донецкой области и смогли за несколько недель занять территорию, на которой проживает 57 тысяч человек. За 3 дня без особого сопротивления Россия получила контроль над городом Новогродовка и начала движение в сторону города Селидово. Продвижение русских угрожает также таким городам, как Покровск, Угледар и Мирноград. Оттуда украинские власти эвакуируют мирное население, а западные аналитики считают, что в конце сентября Россия захватит Покровск, а Украина лишится своей последней базы для добычи угля. Однако почему Россия так быстро вытесняет украинцев с Донбасса? Ведь укрепления в Донецкой области строились на протяжении 10 лет и обладают небывалой мощностью. Некоторые из этих укреплений почти невозможно пробить лобовой атакой, и их взятие будет сопровождаться огромными потерями для русских. Под Донецкой областью также находится большинство военных специалистов Украины, которые воюют на протяжении 10 лет. И потому становится странным то, что именно на Донбассе российская армия теснит украинские позиции, а не на каком-то другом направлении. Почему так происходит? Виной всему несколько причин, о которых я расскажу тебе по порядку. Самое главное из них заключается в том, что Украина неправильно распределяет свои военные ресурсы. Вместо того, чтобы беречь свои войска, сидя в обороне на выгодных позициях Донбасса, украинская власть решила атаковать Курскую область на территории России. Данная атака не только растянула линию фронта, а и заставила украинский генштаб перевести под Курск множество солдат с донбасского направления. Это создало численное преимущество российской армии над украинской на территории Донецкой области, вследствие чего Россия начала продвижение. И даже мощные укрепления не смогли остановить данное продвижение. Но не только этим атака на Курскую область повлияло на положение Украины на Донбассе. Дело в том, что не все войска Россия задействует против Украины. В Курской области, например, находится много пограничников и солдат, главная цель которой защищать юридическую территорию России. Эти солдаты даже не всегда атакуют украинскую территорию, потому что это не является их задачей. Потому, атакуя Курскую область, Украина прибавляет себе проблем и тем, что попадает под сильный огонь российских солдат, позволяя России задействовать для боев большее количество людей, которые не принимали участие активного в боевых действиях. Но не только из-за атаки на Курск Украина теряет позиции на Донбассе. Падение, например, неприступной крепости под названием Авдеевка в Донецкой области произошло задолго до начала событий в Курской области. И главная причина этого в том, что продвижение на Донбассе для России является одной из главных задач конфликта. Еще в 2022 году, когда в Стамбуле были предприняты последние попытки закончить украинско-российский военный конфликт малой кровью, главным условием российской стороны было признание украинской стороной независимости Донбасса от Украины. Украина отказалась от этих условий ввиду того, что именно на Донбассе находилась основная промышленность Украины, а также военные укрепления, которые строились 8 лет. Конечно, сейчас экономическая важность Донбасса давным-давно исчезла, однако взятие Донбасса для российской стороны конфликта будет считаться важной политической победой, которая позволит российским властям говорить о том, что одна из целей конфликта в Украине выполнена. Также причина отступления украинских войск на Донбассе может заключаться в использовании украинским командованием некачественных войск на донбасском направлении. Ввиду того, что элитные украинские войска находятся сейчас под Курском, затыкать прорыв русских на Донбассе приходится новобранцами, которых в большинстве случаев призвали в армию насильно. Этих людей похищают с улицы, они не то что не обладают боевыми качествами, они вообще не желают воевать за украинское государство и готовы убежать или сдаться в плен при первой же возможности. Некоторые новобранцы даже похищают оружие и возвращаются в родные города, чтобы мстить тем, кто отправил их на фронт. Среди подобных солдат наблюдается высокая смертность ввиду отсутствия боевых навыков, и потому многие украинские военные считают, что подобные новобранцы лишь вредят ситуации на фронте. Возможно, украинская власть могла бы решить проблему с новобранцами, перемешивая их с опытными военными, создавая таким образом баланс в войсках и давая возможность новобранцам самообучиться, поглядывая на опытных военных. Но, как мне кажется, это вряд ли прибавит у людей желание воевать. Да и есть еще немаловажная причина, почему украинцы теряют Донбасс. Она заключается в мирных жителях, которые проживают на Донбассе. В отличие от других регионов Украины, население Донецкой области почти всегда лояльно России. Украинские войска отмечают то, что местные жители им не особо рады и только и ждут того, когда в их
их город зайдет русская армия. По всей Украине, особенно на ее западе, многие украинцы унижают тех, кто бежит от войны с территории Донбасса, утверждая, что именно жители Донбасса и принесли войну на украинскую территорию, видя к себе подобное отношение, а также имея огромную усталость от боевых действий, которые для жителей Донбасса продолжаются лет 10. Данные люди во многом стали угрозой для украинского государства. Также на стороне российской армии воюет огромное количество солдат с Донецкой области, которые в большинстве своем задействованы на Донбассе. И потому среднестатистический житель Донецкой области не всегда увидит в русском солдате оккупанта. Русским солдатом запросто может оказаться его сосед по дому. И если ты смотришь меня с западных стран, то для тебя это может показаться очень странным. Но таковы реалии войны в Украине. Чем же потеря Донбасса грозит Украине? В целом много чем. Территория Донецкой области не только хорошо укреплена, а и расположена на холмистой местности, которая наполнена различными кратерами и городскими агломерациями, которые трудно захватывать. Потеряв Донбасс, Украина столкнется с тем, что Россия начнет быстрее наступать. Тем более за Донецкой областью находится Днепропетровская область Украины, в которой нет мощных укреплений. Сама же Днепропетровская область находится преимущественно в степной равнине, которую будет сложно оборонять, особенно если противник имеет превосходство в артиллерии и авиации, чем, собственно, Россия обладает, что подтверждает мои суждения. Потеря Донбасса, а особенно города Покровска, лишит Украину дешевого доступа к углю и усугубит энергетический кризис по всей стране, так как у украинской власти будет меньше сырья для работы тепловых электростанций. Но паниковать украинцам пока что рано, потому что продвижение российской армии замедлилось в последнее время. Благодаря подкреплению новобранцев, а также истощению русской армии, Украине в ближайшее время не грозит полная потеря Донбасса. И лишь время покажет, какие перспективы будут у каждой стороны конфликта. Что думаешь ты по этому поводу? Напиши свое мнение в комментариях. Спасибо, что досмотрел до конца, и до новых встреч!